Не мертво то, что в вечности прибудет. Со смертью времени и смерть умрет. Говард Филлипс Лавкрафт. Вечером миссис Бишоп осталась дома одна. За окном темнело, и Глиммербрук медленно погружался во мрак. Супруг мистер Бишоп сегодня уехал в Винденбург по деловым вопросам, а миссис Бишоп захотела побыть в одиночестве. Не так давно она схоронила сестру, с которой была неразлучна долгие-долгие годы, поэтому чувствовала опустошение. Миссис Бишоп смотрела на жизнь с высоты своих лет и знала, что такое опустошение бывает каждый раз, когда теряешь близкого человека. Сестру захоронили в фамильном склепе в старой церкви святого Мортимера, оставшейся в Глиммербруке с незапамятных времен. Здесь же, рядом с сестрой, когда-нибудь найдут свое пристанище сама миссис Бишоп и ее супруг. Миссис Бишоп заварила чай, включила классическую музыку на старом граммофоне и устроилась у камина. Миссис Бишоп не ожидала, что встретится с сестрой настолько скоро. Этой ночью в Глиммербруке произошло нечто страшное. Глиммербрук всегда был полон загадок и тайн, а его богатая история полнилась множеством необъяснимых происшествий. Но сегодняшнее явление и последовавшие за ним события сбили бы с толку даже самых суеверных. Когда солнце скрылось за елями и улицы погрузились во тьму, жители Глиммербрука стали готовиться ко сну. Именно тогда это и случилось. Леди Агнеса веками влачила существование, запертое в старом проклятом доме, словно в холодном гробу. Ее боялись, от нее пытались избавиться, уничтожить. Ее дом не единожды поджигали, окна и двери заколачивали досками, а теперь и вовсе меняли его до неузнаваемости. Но каждый раз она восставала, чтобы напомнить смертным, что есть силы, им не подвластные. Теперь пришло время отмщения. Пришло время мертвым вернуться с того света и превратить Глиммербрук в ад.
Силы леди Агнессы были на исходе, но она собрала их остатки и бросила яростный клич, призывая нечисть к себе. Во всем Глиммербруке и его окрестностях мертвые восставали из могил и рыскали по улицам в поисках живых. А с домом происходили невероятные изменения. Клич Агнессы был подобен грому и даже достиг окраин Винденбурга, и земля на скрытом деревьями кладбище, где покоилась вся семья Агаты Стюарт, зашевелилась. Этот полный отчаяния и безысходности крик услышала Лидия и поняла, что мать призывает ее к себе. Услышала клич Анжела, теперь навсегда связанные с леди Агнессой узами проклятой крови. А Винс и Агата, допоздна задержавшиеся в подвалах кладбищенских склепов, вдруг почувствовали неладное. Что это? Что за страшная сила подняла из земли родных Агаты? Тут был ее отец, и дедушка Эдуард Стюарт, и Лолета Стюарт, простившаяся жизнью от отравления ядом, и даже Элиза Стюарт, которая когда-то давным-давно жила в девичьем пансионе, а повзрослев бросила вызов леди Агнессе и даже изгнала этого злого духа. Теперь же после смерти леди Агнесса все-таки взяла над ней верх. Винсу и Агате оставалось только бежать. Всем большой привет! Привет! Вы на канале Не Без Разницы, с вами Стас и Лёша. И мы продолжаем захватывающую историю Винса и его новой знакомой Агаты Стюарт, чья семья, кстати, вот только что пыталась его съесть этой ночью. И вот дорога их привела в библиотеку в Винденбурге. Мы подумали, что именно здесь Винс и Агата смогут поискать информацию об оживших мертвецах и способах, как с ними бороться, потому что, как мы сказали в начале, этой ночью в Глиммербруке произошло нечто страшное. Ну и вы сами это, собственно говоря, видели. Но, кстати, хочется сказать, что не только у Винса жизнь наполнена событиями. У нас тоже есть кое-что новенькое. У нас появилась страничка на Бусти, и теперь вы сможете смотреть наши видео и там, если вдруг леди Агнесса восстанет не только против Винса, но и против Ютуба. А мне кажется, она такая могущественная. Посмотрите, какие проблемы возникли у Ютуба. Явно это все делишки леди Агнессы. Ну и мы начали активно развивать эту страничку, начали загружать туда ролики все, чтобы можно было их посмотреть снова, вспомнить наши добрые истории и какие-то не самые добрые, а скорее страшные с леди Агнессой. Все видео открытые, доступные. Видео бесплатные, да, с открытым доступом. Так что, если у вас плохо воспроизводится видео на Ютубе, приглашаем к нам на Бусти. Ссылка на нашу страничку на Бусти находится в описании к этому видео. Ну а теперь мы все-таки продолжаем и возвращаемся к Винсу и Агате. И давай посмотрим, что же тут у нас в библиотеке. Наверняка мы найдем что-то важное и ценное для нас. Итак, вот Винс и Агата. Они находятся в библиотеке. Кстати, в этой библиотеке Винс как раз-таки нашел информацию про Агату. Так помнишь? Что, может быть, найдет еще что-нибудь. Да. Как-то выглядят они очень уж спокойные. Как будто бы ничего не произошло. Ну, конечно, Винс очень возбужденный. Просто с кладбища бежал до библиотеки всю ночь. Еще бы. Давай тогда осматриваться здесь в библиотеке. Может быть, мы здесь что-нибудь найдем. Мне нравится вот этот вот закуточек. Здесь так как-то уютненько. В библиотеке можно зарыться в книги, посидеть, почитать. Хотя вообще вся библиотека мне нравится. Мне нравятся вот эти деревянные стеллажи с книгами, лестницы с резными перилами. Красиво, красиво. Винсу важно найти какую-нибудь информацию об оживших покойниках, потому что леди Агнесса все-таки стала призывать темные силы и для борьбы с Винсом. И хоть у нее силы на исходе, как вот, насколько мы понимаем, но она
все равно очень могущественная. Так, давай смотреть. Вот книга есть «Воскрешение». Ну и, кстати, Винс даже желание свое выполнил. Ему хотелось прочитать какую-то книгу. Вот неспроста же мы приехали в библиотеку. Как все хорошо складывается. Итак, книга «Воскрешение». Это было самое обыкновенное тело. Пустые глазницы бесстрастно смотрели в никуда. Пожелтевший череп отражал свет свечей. Я читал заклинания, склонившись над усопшим, глядя, как в его безжизненных глазах пляшут языки пламени. Внезапно свечи полыхнули зеленым светом. Тело дернулось и резко поднялось, а из черной пустоты его пасти вырвался ужаснейший крик. Я сам закричал, пятясь назад, и уже готов был броситься на утек. Покойник повернул ко мне голову. Это было настолько невыносимо, что я закрыл глаза. Но он не кинулся на меня. О нет. Когда я снова открыл глаза, он стоял передо мною. Полуистлевший мертвец, пытающийся удержать равновесие на скрученных смертью ногах. Затем он заговорил со мной хриплым, дребезжащим голосом. И это было одно единственное слово. «Господин!» Это был успех. А что, если создать целую орду таких темных слуг? Стану ли я творцом? Вот и у леди Агнессы такие же мысли. Ну, ей удалось стать творцом, у нее получилось, я считаю. Ну что, давай осматриваться дальше. Да пока не особо-то информации какой-то важный Винс здесь почерпнул, да? Ну, зато выполнил свое желание почитать. Тоже это хорошо. Да. А вообще, я так думаю, что, мне кажется, леди Агнесса может уже практически входить в топ злодеев мира Симс. Она такая серьезная. У нее, будь здоров, уже послужной список того, что она наворотила тут. Так что Винсу надо перечитать, мне кажется, всю библиотеку. Ну, кстати, да, Винсу важно найти эту информацию, потому что, как ты помнишь, его новая знакомая, но она уже не новая, она уже новая старая знакомая, Катрина, она же тоже оказалась ходячим мертвецом, дочерью леди Агнессы, которая уже жила очень много веков. Катрина тут, между прочим, рассчитала все с самого начала. Она не просто так пришла к Винсу, еще и привела с собой небольшой перекус. Она очень коварная. Смотри-ка, Винс теперь стал очень ошалевшим после книги. Может быть, он какую-то вообще проклятую книгу взял. Пробуждение в мифологии амисканцев. Сельвадорадо полнится загадками, а мифология этого края богата и обширна. Оживающие мертвецы занимают в ней особое место. Амисканцы верили, если в могилу усопшего не положить вещи, которые были дороги ему при жизни, однажды он вернется за ними. Поэтому амисканцы помещали в захоронение много различных предметов, от кубков, из которых пил усопший, до лаптей, что тот носил. Когда вещей в могиле не оказывалось, покойник приходил за ними. По дошедшим до наших дней записям нередки были нападения мертвых на живых. В таких случаях амисканцы оставляли у окон и дверей реликвии, наделенные магической силой. До сих пор археологи по всей Сальвадораде находят древности, способные творить чудеса. Ну, Сальвадорадо все-таки полна загадок и тайн, конечно. Слушай, ну сколько мы с Сальвадорадой не сталкивались, каждый раз что-нибудь было. Знаешь, что полностью переворачивало с ног на голову все происходящие события. Поэтому и неудивительно, что Сальвадорадо хранит в себе много таких волшебных и мистических реликвий и каких-то тайн. Ну, Винсу тоже предстоит отправиться в Сальвадорадо. Нужно будет найти реликвию. Слушай, я думаю, что это путешествие у него будет тоже наполнено всякими событиями, как бы он в скелет не превратился или еще что-нибудь похлеще. Вот, вообще будет отлично, да? Леди Агнесса его сразу за своего примет. Хотя, с другой стороны, это будет такая, знаешь, хитрость. Если он превратится в скелет, то он сможет и леди Агнессу как-то одурачить, возможно. Так вот, еще у нас здесь книга лежит. «Борьба с нечистью» от Барбары и Джона Кингстон. И зачем ты ее взяла? Мы хотели ее прочесть. А, ну все, Винс сейчас ее возьмет. Ой, ему, кстати, в туалет надо еще сходить. Очень забавная книга. Сейчас посмотрим, что же там смешного. «Борьба с нечистью» от Барбары и Джона Кингстон. В мифологии разных народов описано множество способов борьбы с нечистью. Однажды по долгу службы мы попали в мрачный особняк на утесе. Хозяин его был стар, угрюм и бледен, как ноябрьский снег. Он спал днем и бодрствовал по ночам.
Мы уже знали, что упыри боятся простого и незамысловатого средства – чеснока. На ночь мы развесили косички из чеснока у дверей своей спальни. В полночь мы слышали, как тот ходил у нашей комнаты, скрипя половицами, но никак не решался зайти внутрь. В другой раз, чтобы выявить оборотня, мы собрались у костра и раздали нескольким людям серебряные украшения. Но один из них отказался прикоснуться к кольцу из серебра с вкраплениями луноцвета. Мы настояли и с ужасом увидели, как его глаза покраснели, а зубы удлинились точно у волка. Он перепрыгнул через костер и скрылся в лесу. В третий раз мы бродили по берегу моря, вычисляя русалок. Мы уже знали, что эти нечистые боятся водорослей, произрастающих на самом дне и называемых русалочьими. Первая встретившаяся нам женщина не отказалась попробовать пучок высушенных водорослей. Следующая взяла их в руки и бросила в воду. Так мы поняли, что она русалка, и столкнули ее с моста. Она уходила под воду, отчаянно крича и зовя на помощь. Все мы знаем, что русалки идут на любые хитрости, не так ли? Когда ее тело обмякло и пошло ко дну, мы подумали, что она поплыла к своим сородичам, таким же нечистым, и ушли. Мы никогда не встречали ожившего мертвеца, иными словами, зомби. Мы будем говорить зомби, потому что вампира, как и русалку, по народному фольклору тоже можно назвать мертвецами. Древние амисканцы описывали свои способы борьбы с этой чертовщиной. По их свидетельствам, зомби не боятся ни растений, ни серебра. Их могут отпугнуть и не пустить на порог амисканские древности, но только отпугнуть, а не уничтожить. Амисканцы верили, что избавиться от зомби можно лишь вогнав острый предмет в его голову. Мы полагаем, что мозг оживающего покойника тоже оживает, но не полностью. Он способен лишь посылать импульс телу, идти в определенном направлении, нападать или питаться. Поскольку какая-то часть мозга зомби продолжает жить, мы считаем правильным утверждение, что удар необходимо наносить именно в голову. Интересно, способны ли зомби маскироваться под обычных людей? Мы обязательно выясним это. Раз уж нам удалось распознать русалку, то выявить зомби и расправиться с ним при наличии наших знаний не составит труда. Вот молодцы какие, русалку они, конечно, очень хорошо вычислили. Я боюсь, что, может быть, это и не русалка даже была. Но, скорее всего, они просто бросили ее в воду и смотрели. Вот как они будут, интересно, зомби вычислять. Но, тем не менее, видишь, Винс уже узнал, что, в принципе, можно избавиться от зомби. Необходимо, как во всех фильмах, нужна, в общем, реликвия амисканская или нанести удар в голову. Ну, а реликвия помогает отпугнуть зомби. Тоже хорошая вещь, между прочим. Так, Агата здесь устроила какой-то детский сад. Слушай, смотри, вот еще ребенок пришел. А что? А, нет, вот этот ребенок хотя бы мимо пошел. Но да. Так, вот смотри, еще книга лежит. Что дальше? Она опять ее взяла. Ты посмотри, какая. Слушай, вот ей покоя не дают наши книги. Вот только мы хотим подойти. Точно посланница леди Агнессы какая-то, да? Слушай, ну я просто поражаюсь, а? Она могла сделать это когда угодно, в любой другой момент. Но как только мы хотим эту книгу взять, она берет и ее уносит. Ну давай в ее руках посмотрим. Что дальше? Винс почерпнул много знаний об оживающих покойниках, поэтому ему срочно нужно их записать, чтобы ничего не забыть. Необходимо довести свое писательское мастерство до 2-го уровня. Вот так вот не удалось тебе утаить информацию, которая заключалась в книге. Что ж, ну а нам надо информацию, которую мы получили, собственно говоря, записать, чтобы не забыть. Да, записать, чтобы не забыть, и довести свой навык писательства до 2-го уровня, потому что нам нужен вообще 5-й уровень навыка писательства, чтобы Винс мог разблокировать вроде бы библиотеку или кабинет. И тогда уже делать там ремонт. Да, нужно ему развивать свои навыки, поэтому давай-ка сядем и напишем все, что узнали. Винса мы отправляем к компьютеру. Винс пока может писать только книги для детей. Вообще, конечно, очень интересная история для детей получится, да? Сейчас то, что Винс будет писать в этой книге. Ну, дети любят страшилки всякие, поэтому даже и хорошо. Так, ну пока оставим Винса, пусть он пишет свои заметки. Ну, я не думаю, что ему долго достигать этого уровня, да? Или у него... Какой вообще у него уровень писательства? Я не помню. Нулевой. Нулевой. Прекрасно. Нам нужно до 2-го. Ладно, тогда, значит, мы его не будем тревожить. И пусть посидит, попишет, да. Итак, Вин закончил писать свои заметки и достиг 3-го уровня в навыке писательства, даже не 2-го. Да, я думал, это будет бесконечно долго, а сейчас еще даже не глубокая ночь, а уже 3-й уровень писательства. Вау! Ну, отлично. Ну что, теперь, наверное, пора отправляться домой все-таки. Я думаю, что с 3-м уровнем писательства мы теперь можем
победить леди Агнесу. Вообще, вот сразу сходу. Поэтому мы едем домой, чтобы ее победить. Винс, кстати, давно уже не был в своем доме. Вот как Катрина его напугала, он убежал оттуда, и вот все где-то ходит. Да, Пора возвращаться домой. Да, там столько дел еще. Посмотрим, что там. Хоть вспомним дом. Винс попрощался с Агатой и отправился в Глиммербрук. Домой. На выходе из библиотеки Винса окликнул неизвестный мужчина. Он представился мистером Бишопом и извинился за то, что случайно подслушал разговор Винса и Агаты. Мистер Бишоп рассказал, что приехал в Видетбург по делам и оставил супругу одну в Глиммербруке. Пока он не закончит свои рабочие дела, уехать он не может. Но до него дошли вести, что в Глиммербруке творится что-то неладное, поэтому он очень переживает за жену. И раз уж Винс сам живет в этом городке, не мог ли он зайти к миссис Бишоп и проведать ее? Их дом расположен недалеко от церкви Святого Мортимера, у реки. Винс решил не отказывать этому пожилому человеку и согласился посетить миссис Бишоп, как только приедет в Глиммербрук. Ну что ж, похоже, Винс у нас домой так и не доедет. Теперь он встретил мистера Бишопа, который попросил его навестить его супругу. Эх, а я только порадовался, что мы наконец-то вернемся домой и хотя бы немножко приберемся там, по возможности, если нам леди Агнеса не будет палки в колеса вставлять. Итак, вот мы на карте нашего городка. Здесь находится церковь Святого Мортимера, кладбище. А вот где живут мистер и миссис Бишоп. Вот нам, собственно, нужно сюда ехать. Ну ладно, смотри, рядышком с домом, так что практически мы приехали. Почти возле дома, да. Но потом тогда пешком Винс сможет, в принципе, дойти домой. Дом мистера и миссис Бишоп был небольшим и с виду довольно уютным. На крыльце стояли ухоженные горшки с цветущими растениями. Дорожка подметена и вычищена. Но никакого движения в окнах дома Винс не заметил. Он постучал в дверь, однако ему никто не ответил. Тогда он заглянул в окно. Комната оказалась пуста. Он обошел дом и наткнулся на заднюю дверь, которая не была заперта. Внутри было тихо. Лишь из крана еле слышно капала вода. Миссис Бишоп, вы дома? Винс позвал хозяйку. Однако на его зов никто не откликнулся. Или... Он прошел дальше, в гостиную. На стенах висело множество фотографий. В камине горел огонь. На столике стоял остывший чай. Но где же миссис Бишоп?
Винс уже поднялся на второй этаж в доме мистера и миссис Бишоп. Слушайте, ну вообще, у Винса и денек сегодня, конечно. Можно ли было вернуться в Глиммербрук нормально? Нет, пожалуй, нельзя было. Ну слушай, ну смотри, он улыбается. Мне кажется, Он это спокоен. нервное. Мне кажется... Или нервное, да. Но нет, наверное, он все-таки неспокоен. Ну, учитывая, что да, утро так началось, вечер так заканчивается, пришлось даже сразиться с миссис Бишоп. Так, это какой-то кабинет. Давай посмотрим, что у нас здесь есть еще на втором этаже. Ну и, наверное, Винсу все-таки уже придется возвращаться к себе домой. Так, вот здесь лежит какая-то книжка. Давай прочтем ее. Это дневник миссис Бишоп. Давай посмотрим, что же она там написала в своем дневнике. Итак, дневник миссис Бишоп. Последняя запись. «Моя дорогая Оливия, моя сестра, как же я скучала по тебе. Пришло время нам расстаться, когда смерть утащила тебя в слепую темноту. Но разве могла я представить, что мы снова увидимся так скоро?» Сегодня произошло необъяснимое. Каким-то чудом Оливия пробудилась после смерти и вернулась домой. Она шла медленной, неуверенной походкой и все же передвигалась сама. Ее руки, схватившие меня за плечи, были холодными и жесткими, как камень, и я сразу же укутал ее в шерстяное покрывало, чтобы согреть. Оливия не произнесла ни слова, хотя я пыталась ее разговорить. Она не притронулась к горячему чаю, не взглянула на себя в зеркало, как делала всегда, едва его завидев. Вместо этого она посмотрела на меня пустыми глазами, а из ее рта вырвался душераздирающий вопль. Затем Оливия резко вскочила с места и вцепилась зубами мне в руку. Ох, какая страшная была боль. Рука до сих пор кровоточит, пока я пишу эти строки. Я заперлась в спальне, а она все еще бродит где-то в доме, натыкаясь на мебель и кричит. Кричит жутким загробным голосом, надеясь отыскать меня. Что же теперь будет? Вот что произошло с миссис Бишоп здесь у нее дома. Поэтому Винс ее обнаружил именно в таком состоянии. Бедная, она с такими распростертыми объятиями встретила свою сестру, и вот так вот получилось, что сестра вцепилась в нее, и вот что произошло. Смотри, с Винс Бишоп. даже грустный очень стал конечно, после этого. История грустная. Все грустно. А, так он не грустный, он просто голоден. Все нормально, все хорошо. Не эта история его как-то повлияла на его эмоциональное состояние. Он просто захотел перекусить. Тут вот еще возле компьютера была. Слушай, интересно, одна просто, запись. ради интереса, есть что-нибудь интересненькое перекусить у миссис Бишоп? Но я думаю, Винсу нужно будет все-таки поесть здесь, потому что, посмотри, здесь в доме... Все хорошо, все благополучно. Не то, что у Винса. Да, наверняка там шаром покати, а тут наверняка есть что-нибудь хорошее. Так, вот, смотри, Винс обнаружил, что миссис Бишоп ушла из жизни и каким-то образом пробудилась от вечного сна. Нужно срочно сообщить об этом мистеру Бишопу в Винденбург. Необходимо написать ему письмо на компьютере и развить свой навык писательства до 3-го уровня. Но Винс у нас уже это сделал. Поэтому мы спокойно можем написать письмо мистеру Бишопу без развития навыков. Так, а вот, например, да, можно Интересно, как он отреагирует. поболтать. Уильям Бишоп. Так, вот Винс сообщает мистеру Бишопу о том, что здесь случилось. Я просто не совсем даже представляю, как это Винс ему сообщает. Мистер Бишоп, вы знаете, я пришел, но все дело в том, что миссис Бишоп, она превратилась в зомби и напала на меня. Мне пришлось применить самооборону. Ну, не знаю, как Винс будет, конечно, здесь ужинать в такой обстановке. Пусть он лучше домой идет. Нет, может поужинаем все-таки, чего? Бутерброд с ветчиной и сыром. Ну, что ж теперь, гигиену вот у него, например, тоже уменьшилась. А у него воды дома нет. Слушай, может тогда сразу 2 зайцев, а? Ну, наверное, придется. Давай, потому что там опять надо наверняка из речки воды Воду, принести, да, еще тащить. чего-то. А тут, смотри, хорошо как. У персонажа по имени Винс сегодня произошло много всего интересного, вот это точно. С этим не поспоришь, да. Как этим делиться в кролике общения, я пока не знаю. Было сложно-то с мистером Бишопом поделиться не всеми новостями, а одной из. А уж как и с другими, нас, скорее всего, отправят немножко куда-нибудь отдохнуть в стационар, если бы это все расскажем. Ну все, наконец-то Винс отправляется домой. Время уже 10 часов практически. Нет, не практически, 10 часов вечера. Мы зашли к миссис Бишоп, победили ее, перекусили и сходили в душ. Нормально. Приехали мы, конечно, с Винсом домой, и здесь его ждет новый сюрприз. Дом уже
не такой прежний, как раньше. Все Хотя наши- наоборот, можно сказать, что он наоборот прежний. Еще Все более наши прежний. усилия, которые мы... Их было не так много, но все-таки они были ощутимые. А теперь дом снова, как и Да, прежде. леди Агнеса решила, что не хочет жить она в светлом доме, поэтому вот решила вернуть все в прежнее Вот состояние. она интересно, конечно, решила, а с нами посоветоваться, а с нами обсудить. Мы как бы тоже претендуем немножко на какое-то благоустройство. Ну хорошо, тут комнатах- хотя бы еще, ну что-то там, да, нормально. В комнатах не изменилось ничего. Вот, но облицовка дома поменялась у нас. Я думаю, что леди Агнеса просто у нее руки не дошли еще тут все перетормошить. Винсу срочно нужно ехать в Сальвадорадо, искать реликвию, и все уже, заканчивать с леди Агнесой, потому что, посмотри, здесь у него и призраки злые летают. А если он даст какое-нибудь подношение? У него есть еще дневник Элизы Уизерби в багаже, и вот новая книга, которую он написал «Восстание мертвых», может быть, надо призраку ее дать? Нет, призраку точно не нужно книгу про восстание мертвых. А вот яблочное варенье, мне кажется, Ну, подходит. Давай предложим призраку яблочное варенье. Хотя вот этот призрак, он же какой-то вредный. Злой. И мы ему уже какие-то делали подношения. И, по-моему, он на нас рассердился. Нет, не понравилось ему. Или понравился? Понравилось, смотри, Да, он улыбаться веселится. начал. Все, и он исчез, и пропал. Подожди, что? а и в чем смысл был вот этого всего? Что мы просто... Ну просто Винс от него избавился. Вот еще злой, какой злющий появился. А это не здесь тот же призрак. самый? Ну, с этим тогда Винс не будет связываться. И в чем смысл был? Мы просто отдали свое варенье. Появился все равно новый злой призрак. А варенья-то больше нет. Ну, Винсу, кстати, надо бы еще поделать каких-нибудь предметов собственными руками, чтобы можно было таким образом задабривать духов. Винсу, что случилось? Почему ты опять куда-то побежал? Не захотелось ему, видимо, в дом. И, бля, его как будто призрак прогоняет из дома. И за ним летит. Все, Винс, прогнали тебя. Никак ты не вернешься все-таки домой. Но Винс настойчивый. Пока дух улетел, Винс все равно зайдет. Но пора ложиться спать, и завтра уже заниматься тогда домашними делами здесь. Потому что я смотрю, здесь пыли уже много. Да чего-то только нет. Пыль это еще не самое страшное. Винс проснулся и проснулся со странным желанием стать парой с Анжелой. Вот так вот. Это дурман какой-то на него, да? Или что, я не знаю. А хотя, в принципе, ну почему же Анжела такая была миленькая, такая аккуратненькая? Да, правда, стала вампиром, ну, собственно говоря. Но Винсу еще надо будет ее излечить. Сегодня Винсу надо отправиться в сад, потому что сад у него там как-то не в очень хорошем состоянии. Я бы даже сказал, Вот. я, честно говоря, не знаю, куда Винсу надо отправиться. И я бы сказал, что ему надо разделиться на несколько Винсов и пойти по всем этажам и убираться везде. И давай пока соберем все растения, какие здесь за ночь уже выросли. И вот что у нас получается. У нас 12 фруктов с иголками. И если мы их продадим, у Винса будет неплохая вполне сумма. 2800. Да, неплохо. 36 роз, 5000. Еще лучше. Так, это стрелиция 4 штучки. Да и тоже 1000. неплохо. Слушай, супер. И лимоны. Ну, на 607 миллионов. Ну, отлично, 15 тысяч. Так что еще немножко поднакопить, и можно будет дальше заниматься обустройством А сколько своего у нас дома. было? У нас было 5000 с чем-то, по-моему, Да, было 5000. Вот, 10 тысяч, очень неплохой урожай. Итак, занимаемся садоводством, но я думаю, на уборку дома Винс как бы сегодня весь день не потратил. Потому что здесь очень грязно, очень пыльно и очень много разных клубков пыли. Да какой здесь там появилось. один день? Тут я даже не могу представить, сколько надо заниматься этим домом, чтобы хотя бы его вернуть в то состояние, в котором был дом, когда Винс ушел. Ну все, сад ухожен, дома чисто, пыли нет. Ну, чисто, как сказать, если можно, конечно, так выразиться. Знаешь, но на это ушло времени не так много, как я думал. Мне вот, знаешь что, какая мысль сейчас пришла, пока Винс вот занимался всем этим. Очень хорошо, что Винс собрался ехать в Сильвадорадо за поисками реликвии. Но единственное, что он не сделал, он не развил у себя ясновидение. Как он будет проводить тут сеансы с мудрецами, если ясновидение у него не развито? Поэтому вот срочно нужно Винсу этим сейчас заниматься.
О, смотри-ка, церемония проведена успешно, завеса между мирами стала толще. Неплохо. Теперь Винс может призвать Скеллихильду, костлявую помощницу. Слушай, может быть, она будет ему тут по хозяйству помогать? Давай попробуем. Пугало в саду, Скеллихильда в доме. Так, глядишь, и управимся быстрее. Ну, отлично. Она еще и в романтичном настроении. Какая молодец. Очень хорошо. Значит, дела пойдут у нее с легкостью и позитивным настроем. И у Винса уже 4-й уровень навыка ясновидения. Нам нужен 5-й. Скеллихильда тут с ним села тоже. Да хорошо бы, если бы она немножко другим занималась. Ну и после всех этих занятий спиритизмом Винс очень-очень утомился. Надо немножко вздремнуть. Ну, главное, что не убираться. Этим теперь займется Скеллихильда. Да, она этим занимается. Где она? Не вижу. Не вижу, чтобы она что-нибудь чинила, убирала. Но... Слушай, ну нам нужно сегодня достичь 5-го уровня в навыке ясновидения. То есть сейчас Винс немножко поспит. Ну, буквально полчасика. Наступит ночь, и Винс пойдет заниматься. Вот Скеллихильда, развалилась. Упала. И Винс тоже упал. Винс уже проснулся, немного взбодрился и вернулся к своему спиритическому столу. Отлично, время самое подходящее, близится к полуночи. Самое то. Да, и сейчас он общается с мертвыми. Ну, не зря же у нас в этой серии их восстание, да. Теперь можно с ними пообщаться вообще полноценно. В принципе, да, Винс мог бы выйти на улицу и там встретить наверняка какого-нибудь ходячего мертвеца. Да, без какого-либо спиритического сеанса. Но с другой стороны, знаешь, дома-то хорошо. Сел за любимый рабочий стол, устроил какой-нибудь ритуальчик. Даже выходить на улицу не нужно. О, Винс сам превратился в призрака. Не смог Винс все-таки достичь пока 5-го уровня в навыке ясновидения. Очень устал. Очень отнимает силы вот эти вот все ритуалы. Но зато посмотрите, в каком облике Винс общается с Гидри. Мне кажется, это что-то новенькое для Винса. Так что не зря это все было. Ну и пока Винс в облике призрака ложится спать, кажется, где-то неподалеку назревает что-то страшное. Друзья, благодарим вас за просмотр. Всем спасибо. Поддержите нас, пожалуйста, лайком и комментарием. Нам будет очень приятно. Также напоминаем, что теперь у нас есть страничка на Бусти. И если видео на Ютубе у вас плохо грузится, приглашаем к нам на Бусти, куда мы уже начали дублировать серии наших проектов. Ссылка на нашу страницу находится в описании к этому видео. А еще приглашаем вас в наш телеграм-канал, где мы частенько публикуем новости, сообщаем о выходе следующих серий и делимся дополнительными материалами. Ссылка на канал также находится в описании к этому видео. И QR-код вот он на экране. Ну что ж, приключения Винса продолжаются, и в следующих сериях его ждет кое-что интересное. А на такой танцевальной и зажигательной ноте мы заканчиваем серию. Но это еще не конец приключений Винса. Так что оставайтесь с нами на канале Не без разницы. Всем пока. Пока.